Это мраморный римский саркофаг середины IV века. Благодаря сохранившейся надписи мы знаем, что его заказал некий Мелибиус для своей жены Юлианы. Оба, очевидно, были христианами. Набор сюжетов, здесь появляющихся, вполне стандартный для саркофагов и катакомбных фресок этого времени. Христос – добрый пастырь, моряки бросают Иону в пасть кита, райские кущи с овечками, паствой доброго пастыря. Дальше портрет самой Юлианы. Над историей Ионы появляется и Ноев ковчег. Вот голубь несет ветвь оливы, но вместо Ноя мы видим какую-то женщину. Кто она? И что делает в Ноевом ковчеге? Посмотрим сначала, какие вообще сюжеты обычно выбирают для декорации раннехристианских саркофагов, гробниц и катакомбных росписей. Прежде всего, это истории спасения. Ветхозаветные. Даниил спасается чудесным образом после того, как, осужденный заговорщиками, он был брошен персидским царем Дарием в ров со львами. Иона, спасенный от смерти из чрева кита. Или вот трое юношей, друзья Даниила, о котором мы только что говорили: Анания, Азария и Мисаил. Во время вавилонского пленения они были брошены в горящую печь за отказ поклоняться идолам, но огонь не тронул их, и они воспели в печи и благословили и прославили Бога. Из новозаветных сюжетов чаще всего появляется история воскрешения Лазаря. Кроме того, что эти истории рассказывают о спасении ветхозаветных праведников от неминуемой смерти, это и важные сюжеты в истории литургии, восходящие еще к богослужениям периода Второго храма. Молитва Ионы в ките: «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой», опирается на 129-й псалом и появляется уже в кумранских молитвах для дней поста. Некоторые исследователи считают, что это и храмовая традиция. В христианской традиции эта молитва читалась в период Великого Поста. Молитва трех отроков в печи считается апокрифической в еврейской традиции, но была включена в канонический текст Септуагинты, греческого перевода Танаха 3-1 веков до нашей эры. В основе этой молитвы 147-й псалом. Она была настолько популярна в первые века христианства, что цитаты из нее появляются в молитвах мучеников, например, в молитве из мученичества Поликарпа. Первый вариант этого текста был написан Иринеем Лионским еще во II веке. Ну а воскрешению Лазаря, как минимум с IV века, был посвящен целый литургический день, так называемая Лазарева суббота. То есть изображения спасенных ветхозаветных праведников в катакомбах и на саркофагах были не просто типологическими параллелями. Христиане надеялись, что так же, как ветхозаветные праведники, они будут спасены, но и предстоянием праведников перед Богом за благочестивых христиан, объединенных с ними в молитве. Все они представлены здесь с воздетыми к небесам руками, за исключением Лазаря по объективным причинам. Этот тип изображения так и называется – оранс или орант, то есть молящийся. Вспомним также, что первые христиане часто собирались для молитв в катакомбах, над чем часто насмехались их далекие от благой вести современники, называя их латеброзы и луцифунго нацио, племенем, ищущим тайных укрытий и бегущим света. С большой вероятностью можно предположить, что христиане, собиравшиеся в катакомбах для почитания мучеников, могли читать или петь молитву трех отроков в печи из книги пророчеств Даниила, например, или молитву Ионы, непосредственно перед их изображениями, приобщая их таким образом к своему псалмопению и молитве. А что же Ной? В еврейской традиции фигура Ноя не очень проста и однозначна. Кроме того, что в Бытии рассказывается история о том, как сыновья нашли его в шатре опьяненного вином и обнаженного, в раввинистических текстах говорится о том, что он спас только свою семью, в отличие от Моисея, спасшего весь народ Израиля, и вообще мог называться праведником только в сравнении со своим пропавшим поколением. В кумранской общине роль Ноя была намного важнее, и именно этой традиции наследовала традиция христианская. Вот фреска IV века из катакомб Петра и Марцеллина в Риме. Ной стоит в ковчеге в молитвенной позе. Так же, как и молитва Ионы или трех юношей, молитва Ноя восходит к периоду Второго храма. Она появляется в книге юбилеев и фигурирует в кумранском списке молитв для судного дня. История Ноя – это история конца и начала, архе и телос. Почему Ной иногда сопоставляется с Христом? В Новом Завете, в посланиях Петра,
Ной называется проповедником правды, спасенным вне суда потопа, и появляется в контексте довольно сложно устроенной богословской мысли, сопоставляющей спасение Ноя, смерть и воскресение Христа, спасение верующих через смерть и воскресение в крещении. В христианской традиции, собственно, сам ковчег может ассоциироваться с гробницей. Первый тип воскресения, пишет Астерий Амасийский в IV веке, это спасение 8 человек после потопа. Так же, как Ной во время потопа находился в ковчеге, умерший Христос находился в гробнице. Через крещение водой земля обретает новую жизнь. Через сопогребение Христу в крещении, добавляет Астерий, и мы обретаем воскресение. В ранних христианских изображениях Ноя именно такое понимание истории потопа, кажется, было воплощено. Праведник Ной молится вместе с верующими о спасении в час божественного суда. Сюда же добавляется мысль о спасении через древо. Так же, как христианам спасение было даровано через древо креста, Ной получил спасение через древо ковчега. Здесь стоит сказать несколько слов о форме самого ковчега. В Танахе он называется тева, то есть коробка. На греческий это слово также было переведено как кибатос – коробка, сундук. В оракулах Севил говорится, что Бог подобрал ключ к крышке ковчега, которую Ной потом смог открыть. Именно таким мы видим ковчег на ранних христианских изображениях – сундук с крышкой и замковой скважиной. Но первое изображение ковчега имеет, видимо, еврейское происхождение. И у нас есть косвенное тому свидетельство – монеты, которые чеканили, начиная с II века во фригийской Апамее. Согласно одной из версий предания о Ноевом ковчеге, гора Арарат, на которой остановился ковчег, находилась как раз во Фригии. Видимо, именно этой версии придерживалась и большая еврейская община Апамеи. И эта история стала настолько знаковой для города, что ее начали изображать на монетах. Образцом для композиции стала, скорее всего, не дошедшая до нас апамейская мозаика или фреска. На монетах история Ноя имеет нарративный характер. Вот Ной и его жена плывут в ковчеге. Вот они выходят на освободившуюся от воды землю. В катакомбах и на саркофагах это изображение становится знаком предстояния в молитве о спасении на страшном суде, знаком спасения через сопогребение Христу в крещении. Уже Филон Александрийский метафорически сравнивает очищение земли после потопа с очищением души. Христианская же традиция сопоставляет это очищение с возрождением к новой жизни через крещение. Вот, кстати, погребальная плита из Аквилеи, где две эти темы сводятся вместе. Над крещальной купелью неизвестной девушки, мы не знаем ее имени, о ней говорится только, что это невинная душа, избранная Богом. Раскрываются небеса, из которых льется поток воды, там же появляется голубь. Конечно, он отсылает к голубю, изображаемому в крещении Христа, но и к голубю, несущему Ною весть о спасении. Вернемся теперь к саркофагу Юлианы, с которого мы начали, и попытаемся его прочитать. Слева от таблички с титлом «Иона в пасти кита», то есть в пасти смерти. Но мы знаем, как закончится его история. Он будет спасен. Над Ионой в ковчеге гробницы вместо Ноя сама Юлиана, молящаяся о своем спасении. Она ставит себя на место праведника, ведь именно так и только так христианская традиция видит Ноя. Это, кстати, не единственное подобное изображение. Мы знаем еще как минимум один фрагмент римского саркофага, где неизвестная женщина, табличка с титулом не сохранилась, молит о спасении, стоя в Ноевом ковчеге. От Христа к Юлиане летит голубь с ветвью оливы, знак ее крещения и соучастия в жизни Духа, знак возможности спасения и приобщения стану праведных во время страшного суда. Справа от таблички райский сад, успокоение и мир. Собственно, то спасение, о котором молит и на которое надеется Юлиана. С вами была Зинаида Юровская, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».